Мерве Балугур. Когда-то Мерве Балугур называли одной из самых перспективных актрис Турции, а ее роль Нурбану, султан в великолепном веке, принесла ей мировую славу и огромные гонорары. Однако сегодня от той роковой красавицы не осталось и следа. После тяжелого развода с Муратом Далкылычем жизнь Мерви покатилась под откос. Она практически перестала сниматься и разорвала связи с агентствами. Вместо роскошных площадок ее теперь видят в дешевых кафе, а ее финансовое состояние вызывает серьезные опасения. Актриса, которая когда-то зарабатывала миллионы на рекламе, теперь живет в информационном вакууме, оставшись без ролей и, по слухам, без средств к существованию, превратившись из принцессы Турдизи в объект для жалости. Мехмет Акиф Алакурт. Звезда сериала «Сыла» Мехмет Акиф Алакурт когда-то был главным секс-символом Турции, чьи гонорары позволяли ему вести роскошный образ жизни в центре Стамбула. Но взрывной характер и конфликты с продюсерами разрушили его карьеру в одночасье. Актер попал в черные списки, и предложения о работе перестали поступать. Потеряв привычный доход и продав элитную недвижимость, Мехмет бросил все и уехал в глухую деревню, где живет затворником. Теперь вместо светских раутов он проводит время на ферме, ведя почти нищенский по меркам звезд образ жизни и записывая гневные видео, окончательно поставив крест на возможности вернуться на экраны. Арда Курал. История Арды Курала – это одна из самых трагичных страниц турецкого телевидения. Его называли турецким Ди Каприо, деньги текли рекой, а лицо украшало все обложки. Но психологический кризис и финансовая неграмотность привели к тому, что актер потерял все имущество. Дошло до того, что некогда богатую звезду обнаружили живущим в палатке на пляже, так как ему нечем было платить за жилье. Арда прошел через психиатрические клиники и долгие периоды безденежья, пытаясь выжить на случайные заработки. Несмотря на попытки вернуться в индустрию, он так и не смог вернуть былое величие, оставшись примером того, как быстро богатство может смениться полной нищетой. Озджен Денис. Несмотря на то, что Озджен Денис все еще остается в строю, его финансовое положение в последнее время стало предметом постоянных слухов. Бесконечные суды с бывшей женой Фейзой Актан и агрессивный раздел имущества практически обескровили его бюджет. Огромные выплаты алиментов, содержание нескольких особняков и привычка жить на широкую ногу привели к тому, что актер вынужден браться за любые проекты и выступать в казино, чтобы просто покрывать долги. В кулуарах говорят, что за его пафосным образом скрывается огромная кредитная дыра, и Озджен находится в одном шаге от того, чтобы признать себя банкротом. Неслихан Атагюль и Кадир Догулу. Семейная пара Неслихан Атагюль и Кадира Догулу в последнее время стала символом того, как опасные амбиции могут уничтожить многомиллионные сбережения. Решив, что им тесно в рамках просто актеров, они основали собственную продюсерскую компанию «Алим Япым» и вложили колоссальные суммы в производство сериалов, надеясь захватить рынок. Самым громким провалом стал проект «В конце ночи», где Неслихан сыграла главную роль. Несмотря на огромный бюджет, влитый в рекламу, декорации и гонорары, сериал с треском провалился в рейтингах, не окупив и половины затрат. После серии неудачных вложений их компания оказалась на грани банкротства, а в турецкой прессе поползли слухи о том, что пара задолжала огромные суммы съемочным группам и техническому персоналу. Вместо того, чтобы почивать на лаврах, Неслихан и Кадир оказались в ловушке долгов, потеряв практически все, что заработали за годы съемок в хитах, и теперь вынуждены соглашаться на любые рекламные контракты, чтобы спастись от окончательного финансового краха.